Каково это – провести свою жизнь в маленькой клетке и быть потом умерщвленным, чтобы стать частью чьей-то одежды? Все это реальная жизнь животных на зверофермах. По статистике, 85% шкур поставляют на рынок фермы по разведению животных, на каждой из которых тысячи несчастных существ влачат жалкое существование в проволочных клетках. Единственное их занятие – ходить взад-вперед, пытаясь избавиться от скуки и стресса. Замкнутое пространство, теснота, грязь приводят к тому, что у животных развивается невротическое состояние. Они сами себя грызут, царапают, находясь в постоянном перевозбуждении, либо впадают в апатию. Вот поэтому один парень не решил выкупить крошечного лисенка на одной из меховых ферм, чем спас его от гибели. Маленькая лисица по имени Викси родилась на меховой ферме, где должна была провести свою короткую безрадостную жизнь в маленькой клетке. Она жила за проволочной сеткой, и ее лапки были очень слабы от недостатка физической активности. Условия ее содержания исключали физическую деятельность. Она бы закончила свою жизнь семимесячным подростком, которого фермеры сначала бы убили электричеством, а затем содрали шкуру. Трудно сказать, где бы красовалась ее меховая шубка. Скорее всего, она сначала попала бы в меховое ателье, где из нее и другого такого же лисьего меха была бы сшита шуба, или она стала бы подолом куртки или украшением для обуви. К счастью, с ней всего этого не произошло. Она одна из немногих получила возможность жить в любящем доме. Моей целью, а также большой мечтой было спасти хотя бы одну беззащитную лису из этой ужасной фермы и таким образом уберечь от жизни, полной страданий и жестокой смерти в конце. Мое сердце всегда наполнялось болью, когда я смотрел фото и видео о невыносимых условиях, в которых содержались эти животные. И хотя я понимал, что бессилен помочь всем, я чувствовал, что мой долг попытаться изменить жизнь к лучшему хотя бы одного из них, говорит парень, у которого теперь живет Викси. Изначально он и представить себе не мог, насколько трудно будет выкупить даже одного лисенка. Трудно было найти заводчика, который бы согласился продать такое животное. Ему пришлось обзвонить тогда все хозяйства, которые занимаются разведением лис, но везде он получал отказ. Но после множества попыток и телефонных переговоров по поводу покупки дикого животного, в одном хозяйстве ему все-таки согласились продать лисенка. Теперь лиса живет в доме своего спасителя и радует его своими забавными выходками. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!